Сегодня вам приготовил, возможно, одну из самых красивых партий на мемориале Народицкого. Белыми играет Васиф Дурар Байли против Хикару Накамуры. Васиф лидирует в турнире, Накамура его догоняет. Васиф начинает партию ходом Е4, Хикару отвечает ходом Е5. Конь F3, конь C6. Соперники разыграли испанскую партию, где Накамура избирает берлинский вариант. Партия играется вживую с контролем 3+2. Почему я вам показываю именно эту партию, вы сами скоро поймете. Уже в середине партии здесь начнется невероятной красоты шахматная битва. Ну а если ты на канале впервые, можешь поставить лайк и подписаться. Канал буду вести регулярно. D3. Васиф укрепляет пешку на поле Е4, Накамура развивает своего слона на С5. На данный момент без явных угроз белым. Лучшим теоретическим продолжением является взятие коня на поле С6, что и делают белые. Слон С6, ДЦ, и казалось бы, что пешка на поле Е5 подвисает, ее как бы можно забрать. На самом деле брать пешку на поле Е5 грубая ошибка, из-за того, что у черных есть ход ферзь d4 с нападением на мат в один ход и на коня на поле Е5. Если попытаться этим конем защитить поле F2, тогда слон G4. Слон убирает защитника поля F2, нападение на ферзя и мат на поле F2. Поэтому эту пешку брать нельзя. Белые разбивают своего второго коня. Идея перевести коня на поле B3, C4 или же типичным испанским маршрутом F1, G3, чтобы подключить его к атаке на королевском фланге. Слон Е6. Пешку брать по-прежнему нельзя из-за той же угрозы ферзь d4. На турнире Народицкого собрались легендарные шахматисты Накамура, Иванчук, Синдаров, Эрик Розен даже, кстати, играет. Поэтому турнир обещает быть интересным. Б3. Ходом b3 белые желают развить своего слона на поле b2, фианкетировать и прицелиться к пешке Е5, которая на данный момент неприкасаема. Но это пока что. Конь d7. Накамура укрепляет заранее пешку Е5 и открывает дорогу ферзю на королевский фланг. Конь c4. Пешка Е5 под угрозой. Эту пешку лучше всего защитить пешкой F6, что и делает Хикару. Конь А5. Хитрый ход от азербайджанского шахматиста. Дело в том, что просто подвисает пешка на поле Bh7. Если сейчас подвинуть ее вперед, подвисает пешка на поле C6. Поэтому с этим конем надо как-то разобраться, желательно аккуратно. После хода конь А5 Накамура решил отдать пешку на поле B7, сыграл слон B6, игнорирует возможность шаха на поле b4. И если сейчас забрать эту пешку на поле b7, тогда просто ферзь c8 и коню некуда деваться. Поэтому пешку на b7 брать нельзя. Слон d2. Васиф защищает коня на поле а5 и ферзь e7. С угрозой сыграть ферзь c5, напасть на мат в один ход и также атаковать коня на поле а5. Двойной удар от Накамуры. Плюс сохраняется интрига с черным королем. Куда же он сделает рокировку? В длинную сторону или в короткую? Но что будет дальше, вас 100% удивит. Уходит Васиф в рокировку. Накамура забирает этого коня на поле А5, слон А5. И Накамура идет также в рокировку, только в другую сторону. Особенность разносторонних рокировок в том, что соперники начинают друг друга атаковать, и такие партии обычно самые интересные, острые и любопытные. Ферзь Е1 играет азербайджанский шахматист с угрозой слон b4, потом а4, надвигать свои пешки вперед. Также напрашивается ход d4. G5. Накамура сразу же приступает к атаке, ферзь Е3 и король b8 для профилактики, так как подвисала пешка на поле А7. Конь d2. Профилактика от продвижения G4. Конь уже готов подключиться к атаке через поле c4. Накамура ведет своего коня к атаке через g6 на f4, потом останется только подвести своего ферзя через h5 на g4 и угрожать матом белому королю. Слон c3. Видимо, готовится продвижение пешки d4. Лучший ответ на фланговую атаку — продвижение в центре. Конь g6. Пошел Накамура своим конем ставить мат. b4. Васиф атакует. h5 и а4. Соперники приступают к разносторонней атаке. И тот, кто начнет атаку первым, обычно побеждает в партии. h4
Накамура продолжает свою атаку. b5. Ошибка. В этой позиции лучше было бы сыграть f3, чтобы открыть дырку своему королю. В случае серьезной атаки просто убежать на противоположный фланг. Рабочий прием сам в своих партиях использую. b5 все же было в партии, и Накамура вместо того, чтобы сыграть как-то ферзь d6, чтобы при случае размена просто забрать ферзем, играет c5. Идея этого хода в том, чтобы заблокировать максимально продвижение этих пешек, создать крепость на королевском фланге, на ферзевом фланге, и как-то максимально отрезать действия вот этих двух белых ладей, чтобы самому потом спокойно продолжать свою атаку. Опять Васив продолжает движение пешек, и ходом b6 Накамура защищает пешку c5 и блокирует потенциальное продвижение белых пешек. Конечно, можно забрать на поле b6, тогда открывается линия А, и белые имеют возможность там сдвоиться. Но что было в партии, сейчас мы с вами внимательно рассмотрим. Слон b2. Идея этого хода просто подключить пешку c4 к атаке. Конь f4. Неприятный конь на f4. Ладья a3. Это уже подготовка к тому, чтобы просто сдвоиться ладьями. g4. Накамура ничего не боится. И понемногу черными фигурами Хикару начинает давить. Ладья fa1. Угроза белых просто поставить мат на a8 после вскрытия линии А. Ладья d7. И конь f1. Конь на f1 прекрасно защищает позицию белого короля, и у черных есть некоторые трудности, чтобы добраться к этому королю. Если сейчас, например, сыграть h3, тогда просто g3. И если даже конь g2, что, кстати, в последующем будет в партии, это не страшно, так как просто есть ход ферзь c1, например. И непонятно, как тут добираться к позиции белого короля. Но в партии после конь f1 Хикару играет ладья hd8, возможно с идейкой продвижения пешки e4, чтобы полностью захватить линию d. Азербайджанский шахматист играет ферзь e1 с идейкой размена на поле b6, и чтобы потом как-то подключить своего ферзя. Но на данный момент не видно, как и куда белый ферзь может пойти. Поэтому Хикару играет сразу c4 в духе своего плана по вскрытию линии d. Что, кстати, в последующем сыграет на результат партии. АБ, ЦБ и c4. Пешка на c4 падает. Слон c4, все как хотел Накамура, конь e3. Жертвует азербайджанский шахматист пешку на поле b5, но тем не менее брать такую пешку очень опасно из-за того, что вскрываются линии напротив вражеского короля, что может быть опасно. Соперники перешли в эту стадию шахматной партии с секундами на часах. У Накамуры 20 секунд, у Васифа 11. Поэтому сейчас начинается шахматное наслаждение, когда соперники играют в цейтноте, где ошибка явление естественное. Ферзь c5. Накамура закидывает своего ферзя. Конь g4 забирает пешку на поле g4, что в будущем позволяет уже переключить внимание на линию g на поле g2. h3. Накамура вскрывает линию g, но Васив продвигает пешку вперед на поле g3. Тем самым выпускает преимущество в этой партии. Можно было бы забрать пешку на поле f6 и после, например, ладья g7 спокойно себе сыграть g3. Можно было бы не бояться вот этого шаха, король на h1, ферзь b5, и эту позицию можно играть дальше. Но в партии после h3 Васив играет g3, Накамура конь g2, ферзь c1, предлагает разменять две ладьи за одного ферзя, Накамура на это не клюет, играет сначала слон e2, атакует этого коня, с последующим ладья d1, чтобы выиграть этого ферзя. Компьютер маркирует этот ход как зевок, грубый причем зевок. Дело в том, что белый конь идет на поле f6, забирает пешку, нападает на d7, также подвисает потом где-то пешка на поле e5, и уже ладья d1 не выглядит таким страшным, ввиду просто слон сюда забрал, и если слон d1, тогда просто ладья a7. Угроза мата в два хода. И если даже сейчас забрать пешку на поле b5, это самый лучший ход в позиции, далеко не факт, что Хикару нашел бы его в цейтноте. Ладья a8, король сюда, ладья a7, король c6 и просто взятие ладьи на поле d8. Если забрать слона, последует шах сюда, король b5 и конь d5. Это уже совсем другие шахматы. Уравнивает позицию только слон c2, но тогда находится шах на c3, король сюда,
шах на d5, король сюда, шах на c3, и только ферзь c3 спасает черного короля. Позиция на 3 результата, но скорее всего ничья главный результат. Но после хода конь f6 Накамура допускает вторую подряд ошибку, играет ладья f7, что позволяет белым уже перевернуть позицию в свою пользу. Ферзь g5 играет Васев. Единственный точный ход в этой позиции. Накамура играет королем на поле а8, предварительно отошел от шаха слона с поля e5. Ферзь e5 предлагает Накамуре поменяться, ферзь c2. И вот здесь непонятно, что случилось с шахматистом, который играл белыми фигурами. Он почему-то подставил ферзя на поле d5, тем самым заруинил эту партию. Ходом, который побеждает, был ладья а7 шах, жертва ладьи забрал тут. Потом следует ладья а7 шах, король сюда. Дальше следует шах, королю необходимо отступать на а8 или на b8, это не имеет значения. Потом шах сюда. Если ферзь отступает на поле c8, в игру вступает слон на поле e5. Король сюда, ферзь d5, король сюда, ферзь а2, король b7 и ферзь а6 мат. Вот таким матом можно было бы завершить эту партию, играя белыми фигурами. Но Васев почему-то сыграл ферзь d5, видимо как-то сработал эффект Хикару в паре с цейтнотом, потому как этот вариант с ладья а7 поднять за 3 секунды тяжеловато. Если бы была хотя бы минута или 30 секунд, я думаю, можно подумать, можно все посмотреть. Но тем не менее, партия продолжилась взятием ферзя на поле d5, конь d5, слон b5, угроза мата, вот, кстати, на f2. Еще последовало конь b6 шах, король b7 и конь d5. Васев взевает мат в 2 хода, после ферзь f2 шах, король отступает. И красивым бриллиантом Хикару заканчивает эту партию. Шах, если забрать ферзя, последует мат на поле f1. Интереснейшая партия. Наблюдаю дальше за турниром. Призываю тебя подписаться на канал, ведь партии, разборы будут выходить регулярно. Ну а пока можешь посмотреть предыдущее видео, как Магнус Карлсон показывает свои шахматные скиллы. До новых встреч!